На вечной стоянке морские модельки. Классный вид, все бесплатно. Двигатели, как на Формуле-1, да? Сюда заезжали вагоны. Вы никогда не были еще в таком месте. Здравствуйте, мои дорогие снобы. Меня зовут Виктор, и я рад вас приветствовать на моем канале Аомори для снобов, где я вместе с вами посещаю интересные места этой японской префектуры и делюсь своими впечатлениями об этих местах. Сегодня мы идем на вечную стоянку парома Хаккодамару, который курсировал между Аомори и Хакодате, что на острове Хоккайдо, с 64 по 88 год или что-то вроде того. Сейчас это судно стоит на вечной стоянке в центре города Аомори и служит живым памятником того, как раньше проходила коммуникация между двумя крупными японскими островами и какой важной частью истории города Аомори и в целом этого региона это судно было. Давайте пройдем внутрь и посмотрим на экспозицию, на живую историю совсем недавнего прошлого. Экспозиция начинается, естественно, с фотографий, картинок, статуй. Давайте пройдем по стрелочкам, и я вам расскажу, что здесь происходит. Это живая история. Здесь воспроизведен рынок, который был вот возле порта, я так понимаю. Продавали здесь рыбку, продавали здесь овощи, яблочки, естественно, потому что Аомори славится своими яблоками. Вот если вы не знали, то сорт Фудзи и сорт Royal Gala, который есть в каждом супермаркете, он выведен как раз в Аомори. Вот. Ну, здесь вот так можно посмотреть, все почитать. Все на японском, как всегда, потому что зачем переводить на английский, правильно? Нет, неправильно. Но, тем не менее, пока еще это все не локализовано. Давайте идем дальше. Так, ну здесь, судя по звуку, что-то разбили, стекло какое-то, женщина вот извиняется, все разбила. Ну, бывает такое, да? Ей говорят, ничего, все в порядке, купим другое. Так, давайте в следующий зал перейдем. А это у нас очередной театр. Там вкратце рассказывается история вот этого парома, вообще история морского сообщения между Хоккайдо и Хонсю и история конкретно этого парома. Аккуратно голову не ударьте. Вот у человека явно что-то с шеей, да, вот как-то у него, видимо, замкнуло, да, он как-то вот так вот у повара или у официанта, ну, бывает тоже такое, я думаю, что доктор ему поможет, тут уже кто-то отдыхает, не видно ли будет на камере, не знаю. Тут можно посмотреть кино, вот здесь на лавочку можно сесть с моим оператором, оператор не будет садиться, ну ладно. Вот кино закончилось, но оно идет минут 10. На самом деле, даже если вы не понимаете японского, его интересно посмотреть. В принципе, картинкам будет понятно. Плачущий капитан корабля в последний рейс отправляется на этом судне. Поэтому, если есть время, обязательно, он регулярно идет, фильм. Подождите, посмотрите с самого начала. Море, чайки, морская пена. Здорово. Ну, давайте не будем смотреть его, пойдем дальше. Этот зал полон макетами судов, которые как раз служили паромами до этого, поездов, которые перевозились на этих паромах в том числе, ну и вообще история сообщения. Ну тут смотрите, вот если вы любите морские модельки, тут прям вот здорово, можно все рассматривать, так все это смотреть, видите, какие красивые кораблики, да, как все красиво было. Вот. А вот, собственно, уже вот этот стенд как раз посвящен. Вот эти два судна, помимо Хаккодамары, на котором мы находимся, вот эти два судна тоже курсировали, всего их было, по-моему, 3. Ну и здесь вот прям история в картинках. В картинках, да, прям все такое историчное. Модельки, фигурки, вот тут вот связисты все сделали. И давайте, вот у нас тут есть часть, остатки реальных мест. Давайте зайдем, вот тут вот у нас VIP-места. И вы можете даже на некоторые сиденья присесть. Вот я сейчас присяду сюда, да, видите? Так, рюкзачок снимем рюкзачок. Все. Ой. Так, что-то я не пойму. Можно вот так вот. И можно тут отдохнуть, в принципе, поспать, если у вас пересадка. И вид хороший. Без шуток, мне нравится музей. Тут экспонаты интересные. Интересные модельки, можно их рассматривать, эти поезда, что здесь у нас есть, прямо вот не просто живая история, хотя это тоже важно, но и интерактивно, здесь тоже можно, видимо, посидеть. Мы уже сидели, вообще не буду тратить ваше время.
Вот здесь вот Самоделкин. Самоделкин. Что-то можно тут слепить из одеяла. Не знаю, что это такое. А, видимо, так вот они каюты оставляли, да? А, цветочки. Короче, оригами из этих... Оригами из одеял. Так, здесь, кстати, есть free Wi-Fi. Видите? Wi-Fi бесплатный. Так что в Японии, вот что хорошо в Японии с Wi-Fi. Хотя нет, вру, не очень хорошо, но иногда хорошо. Опять, ага, вот это вот у нас каюта, видимо, первого класса с спаленкой, видите, со столиком. Можно тут и отдохнуть, сначала отдохнуть сидя, потом отдохнуть лежа. Так, вот еще одна спаленка здесь, тут тоже можно так отдохнуть. Видите, какие лакшери условия, прямо здорово, да, не то что вам какое-то, да, в плацкарте на боковушке. Нет, тут прям все для людей сделано. Так, мне везде можно зайти, к сожалению. Так, а что у нас здесь? Ага, это у нас, в общем, начальник по всяким административным делам. Здесь он спал, работал, трудились люди, не то что в нынешнее время. А вот это капитана, комната капитана, смотрите, да? Капитан сидит, все вопросы решает. Вот у него, смотрите, книжки, чтобы можно было почитать на досуге. Да, и вот, видимо, шуба его жены, да, женская шуба. Ну, прям такая-то все. Молодцы, ребята, молодцы. Так, а это у нас что? Ага, у нас конференц-зал, смотрите, гейша, фигура гейши у нас. Так, ну и мы на капитанском мостике, видите, тут вот капитаны именно здесь, штурмана, капитаны, смотрели, куда мы идем дальше. Видите, кстати, тут классный вид, вот у нас вот, помните, да, Аспам, треугольное здание, вообще залив вот этот вот весь Аомори. Прямо красота красотенская. Так, ну давайте немножко обследуем. Так, у нас что здесь есть? Бинокль. Кстати, по-моему, даже у него бесплатно можно... О, так он бесплатный. Пацаны, понимаете, он бесплатно можно посмотреть. Все бесплатно. Все бесплатно. Так. Это у нас комната радистов, или как она правильно называется, радиосвязи. Так, оператор я заберу у тебя сейчас. Оператор. Видите, как тут все, да? Не какой-то вам там какая-то, да? Не по телефону звонить. Кстати, мой оператор сейчас заметил, что здесь есть алтарь, здесь можно помолиться. Как правильно молиться? Здесь есть инструкция. 2 поклона, 2 хлопка и еще 1 поклон. И можете положить денежку. Говорят, что надо 5 йеновую монету. Но тут у меня нет 5, поэтому 10. 10 тоже хорошо, вроде как. Компас, видите, стеклом закрыт. В Токио сделан. Не то, что какая-то китайская подделка, да, в стиле имитации. Так, ну и капитанский мостик, вот так вот стоит, да, штурман, или кто там, стоит и крутит туда-сюда, вот его крутит, как на Формуле-1, да. Звонит куда-то капитан, звонит. Тут секретная будка, здесь вот прятался вот так вот капитан и что-то здесь смотрел. Сейчас оператор покажет, да. Оператор сюда, да. Смотрите, секретная будка. А сюда руки можно было и колдовать. Вот знаете, как эти гадалки колдуют вот так, да. Смотрю, куда дальше плыть. Все здорово, прям все технологичное, очень технологичное. Вот. И вот табличку меняли, да. Идут в Аомори. Вот карта есть. Ну, в общем, классно. Ну и давайте, можно выйти на палубу на верхнюю, мы сейчас этим займемся. Ну, на верхней палубе, как известно, ветрено, поэтому, чтобы не простыть, надеваем курточку, шапочку, варежки, если вам надо, да, и продолжаем нашу экскурсию. Сейчас вот вы никогда не были еще в таком месте, я думаю, мне кажется, я точно не был, точнее, я был здесь в предыдущий раз, когда я здесь был. А вот видите красное здание, вот там вот как раз мы были уже, помните, да, там пляски, песни-пляски, окей. Вот, мы сейчас заберемся в выхлопную трубу. Да, именно туда. Итак, друзья, мы наверху выхлопной трубы. Смотрите еще раз на этот прекрасный вид, на город Аомори, прилегающие к нему горы. Смотрите, можно сюда зайти, все для людей сделано. Вот, и посмотреть вперед, как Колумб когда-то смотрел вперед, и другие замечательные моряки-первооткрыватели, второоткрыватели. Вот когда хорошая погода, здесь прям одно удовольствие находиться, если вы одеты правильно. Не прямо вот, знаете, просто хочется стоять здесь, аккуратно стоять и ну, посмотрите, да, ну, посмотрите туда, да, вот посмотрите, сейчас оператор покажет. Ну, разве это не прекрасно? По-моему, это замечательно.
Так, ну мы тут немножко потанцевали с оператором. Вот как раз здесь площадка для того, чтобы потанцевать, поэтому если вы любите танцы, здесь, правда, очень плохо скользит пол, потому что это все-таки палуба, здесь не должно быть скользко, но тоже можете потанцевать, когда нет народу или когда есть, особенно показать мастер-класс, как мы сейчас сделали. Здорово, идем дальше. Ну и немногие знают, что есть здесь еще лифт в трюм, и это продолжение экспозиции, не менее интересный. Так, и мы вот спустились в трюм, специально для вас здесь нарисованы стрелочки. Здесь единственный минус, здесь, так как это был трюм, здесь запах вот, выхлопов, запах какого-то мазута, каких-то нефтепродуктов, вот это вот неприятный момент. А так тут прямо сюда заезжали вагоны железнодорожные, и поезд продолжал, собственно, выгружался на Хоккайдо, ну либо обратно здесь, и продолжал путь. Так что это прям такая вот мощная штука была. Вагоны здесь, как правило, были не пассажирские, а либо багажные, как вот этот вот синий вагон, голубой вагон, либо почтовые. Вот здесь почта у нас ездила. Вот локомотивчик, а там у нас даже сидушки есть для людей. Все для людей, видите там, да? Люди, чтобы могли ездить. И играет джаз. Играет джаз, это очень хорошо. Здесь играет джаз, а не какая-то непотребщина, да? Вот, и, собственно, открывался вот этот вот визор, или как там правильно, в общем. Тут все заезжало по рельсам, видите, как, да? Прямо. Красотень, красотень. А сейчас мы спустимся в машинное отделение. Кстати, вы можете здесь вот просканировать QR-код и почитать на английском языке, например, или на французском, или на немецком про вот этот вот про трюм, что-то интересное, наверное. Так, ну мы в машинном отделении, вот здесь двигатели, все такое прямо, знаете, как в кино или в каких-то компьютерных играх. Здесь еще сильнее воняет выхлопами. На чем они тут работали, на мазуте или на дизеле, не знаю. Вот это вот. Я не представляю, как вообще в машинном отделении люди работают. Каждый день по много часов, что там потом с их здоровьем происходит. И, конечно, такое очень, я думаю, не самое полезное рабочее место. Так, ну а здесь электроника, здесь все электрическое такое, вот прям все электроника, как на электростанции, прям как на этой, да. Датчики, кнопочки, сигнальчики, все здорово. Аккуратно голову здесь. Так, здесь опять электроника, опять дизеля стоят, а мы пойдем наверх. Здесь какой-то шум происходит, что-то такое мощное бьется об борт, видимо. Может быть, это нечто уже пришло. Но не за нами. С нами все будет в порядке, с вами тоже. Так что не беспокойтесь. Собственно, на трюме с паровозиками экспозиция заканчивается. Мы сейчас вышли на улицу, и вот здесь вот с этой стороны, с парадной, как раз очень хорошо слышно эти звуки, какие-то стуки. Причем непонятно, откуда они идут. Вот слышен четкий стук, хотя вроде море спокойное. Слышите, может быть, даже, наверное, на камере. Итак, друзья, я не знаю, как вам, но мне лично этот корабль нравится, гулять по нему нравится, даже моему оператору корабль понравился. Что-то здесь в нем есть историческое, что-то вот вроде как бы недавнее, но уже прошедшее. Поэтому приедете, если сюда, обязательно зайдите на кораблик, погуляйте по нему, посмотрите фотографии, посидите в креслах, и я думаю, что вы получите тоже удовольствие, вот, и в том числе от музыки, которая играет рядом с корабликом, вот, и очень нравится моему оператору. Итак, друзья, если вам видео понравилось, то поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь на канал. На этом я с вами не прощаюсь, я говорю до свидания и до скорых встреч в Аоморе. Чё, ну сломали? Нет, не сломали, работает. Я могу идти задом, вот, потому что энергия дает мне такую опцию.